За окном наступила зима, и уже никто не застрахован от такого состояния, как обморожение. Как обезопасить себя и оказать первую помощь ближнему? Сегодня обсудим эту тему. Здравствуйте, мои хорошие! В преддверии праздников тема обморожения становится как никогда актуальной. Как показывает многолетняя статистика, обморожение в большинстве случаев получают люди под действием алкогольного опьянения. А ведь именно в новогодние дни по старой русской традиции и происходит чрезмерное употребление горячительных напитков. В состоянии алкогольного опьянения человек не способен адекватно оценить свое состояние и своевременно принять меры, чтобы согреться. Также алкоголь способствует расширению сосудов кожи и подкожно-жировой клетчатки, в результате чего потери тепла значительно возрастают. Вообще, термином обморожения принято обозначать повреждение тканей и органов организма, вызванное действием низкой температуры. Более 90% всех обморожений приходится на конечности. В некоторых случаях это могут быть выступающие части тела, например, уши, скулы, нос. Развитию обморожения способствует возраст. Дети и пожилые люди более подвержены внешним температурным воздействиям. Тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, алкогольное опьянение, курение, длительное неподвижное положение, ослабленный иммунитет, чрезмерная потливость ног, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, тяжелые травмы с кровопотерей. Почему же развивается обморожение? Дело в том, что при чрезмерном переохлаждении организм пытается согреть жизненно важные органы. С этой целью кровеносные сосуды периферических частей тела на руках, ногах и лице начинают сужаться, замедляется кровообращение, благодаря чему снижается потеря тепла внутренними органами. Когда воздействие холода затягивается, а приток крови к некоторым участкам, например, к коже пальцев руки, может снизиться до опасно низкого уровня. И в результате, в отсутствии достаточного поступления крови, в пораженной области происходит отмирание клеток тканей. Тем самым, чтобы сохранить жизнеспособность, организм жертвует менее важными органами. Всего выделяют 4 степени обморожения по глубине поражения тканей. Первая степень – это самая легкая степень обморожения. Она характеризуется побледнением кожи, ощущениями онемения и покалывания в пораженной области. Обычно люди с обморожением первой степени восстанавливаются в течение недели. Второй степени обморожения характерны более серьезные симптомы. После согревания пострадавший ощущает сильный зуд и резкую боль в обмороженном участке. Через 1-2 дня после обморожения на коже возникают пузыри с прозрачной жидкостью. При должном лечении выздоровление происходит в течение 10-14 дней. При третьей степени обморожения на коже появляются пузыри, наполненные кровянистой жидкостью. Все элементы кожи гибнут, ногти сходят с пальцев. Процесс заживления протекает долго, месяц и более. Часто процесс заживления сопровождается образованием рубцов и трофических язв. В 4-й степени характерно отмирание тканей вплоть до костей и суставов. Может развиться гангрена. Пораженная конечность выглядит отечной, синюшной, полностью теряет чувствительность, при повреждении не кровоточит. Последствия подобного обморожения необратимы и зачастую приводят к ампутации. Симптомы обморожения, как правило, возникают в следующей последовательности: снижение подвижности, снижение любого вида чувствительности, чувство жжения, возникающее в начале оттаивания пострадавшей части тела, острая жгучая боль, возникающая только при оттаивании отмороженной конечности, изменение цвета кожи, которое, начиная с бледного, приобретает бордовый или синюшный цвет, в зависимости от тяжести поражения, появление волдырей, наполненных прозрачной или кровянистой жидкостью при обморожении 2-й и высшей степеней, сильный зуд в период оттаивания или выздоровления, чувство покалывания в период выздоровления.
Оказать первую помощь при обморожении достаточно просто, но в то же время, как ни в каком другом случае, при обморожении важно не допускать ошибки во время оказания первой помощи пострадавшему. Именно от этого будет во многом зависеть результат дальнейшего лечения. Категорически запрещается растирать обмороженный участок снегом, поскольку он забирает остатки тепла и способствует еще большему обморожению. А кристаллы снега могут механически травмировать и загрязнить кожу. Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это ухудшает течение обморожения. К такому же вредному способу помощи относят растирание маслами, жиром, водкой. При выявлении первых признаков обморожения незамедлительно следует поместить пострадавшего в теплое помещение, снять промокшую или промерзшую обувь и одежду и по возможности сменить ее на сухую теплую. Дальнейшие действия зависят от тяжести обморожения. Ориентироваться следует на общее состояние пострадавшего и время, которое он провел на морозе. При первой степени обморожения охлажденные конечности согревают теплыми руками до покраснения, включая легкий массаж, растирание шерстяной тканью, а также согревание дыханием. Затем накладывается на пораженное место ватно-марлевая повязка. Если таковой нет, накладывают любую мягкую сухую ткань в несколько слоев. Если есть риск обморожений второй и более тяжелых степеней, при согревании пострадавшего рекомендуется соблюдать особую осторожность. Важно, чтобы ткани отогревались постепенно благодаря восстановлению кровообращения и усилению теплопродукции изнутри. Резкое согревание и массаж могут серьезно усугубить состояние. В этом случае надо наложить на пораженное место повязку с теплоизоляцией, которая воспрепятствует согреванию кожи изнутри. Слой марли, толстый слой ваты, снова слой марли, затем клеенка или полиэтилен. Замерзшие ткани легко травмируются, поэтому нужно избегать грубых и резких движений. Поверх повязки накладывают шину из подручных средств, чтобы обеспечить неподвижность конечностей до полного согревания. Обязательно, вне зависимости от степени поражения, пострадавшему необходимо дать согревающее питье и еду для обеспечения постепенного согревания изнутри. При первой и второй степени обморожения допускается небольшое количество алкоголя, около 75 грамм. Также нужно дать по таблетке аспирина, анальгина и пару таблеток ношпы. Естественно, приняв самые первые меры помощи, пострадавшего необходимо доставить в больницу. Помните, возможно, то, что вы приняли за легкую степень обморожения, может на деле привести к ампутации или даже летальному исходу. Чтобы в зимние холода избежать обморожения, нужно выполнять следующие несложные правила профилактики. Не используйте алкоголь с целью согревания. Не курите на морозе. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, тем самым делая конечности более уязвимыми. Одевайтесь правильно, носите достаточно свободную и многослойную одежду и не тесную обувь со стелькой и сухими носками. Не носите на морозе металлических украшений и пирсинга. Металл быстро остывает и чрезмерно охлаждается прикасающиеся ткани. Старайтесь не находиться на ветру. Не выходите на улицу с влажной кожей или недостаточно хорошо высушенными волосами. Избегайте переохлаждений и обморожений. Пусть приближающиеся праздники оставят в вашей памяти только приятные воспоминания. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!